Уже за полчаса до начала концерта Крымского камерного хора ансамбля «Таврия» голубой зал Центрального музея Тавриды заполнили зрители. Сегодняшний концерт посвящается столетию со дня рождения великого русского композитора Георгия Васильевича Свиридова. Лауреат международных конкурсов Крымский камерный хор ансамбля «Таврия» уже давно известен в Крыму и каждый раз представляет новые программы слушателям нашего полуострова. Художественному руководителю и дирижеру коллектива Игорю Михайлевскому с энтузиазмом и легкостью удается брать самые сложные и серьезные произведения хоровой музыки и дать возможность крымским слушателям насладиться достоянием великих композиторов. Гений автора настолько был велик, что эту музыку невозможно было не показать. Она была завуалирована. И, естественно, все уже понимали, что музыка настолько глубока, и там не было непосредственно, ее нельзя исполнять в церкви. Абсолютно. То есть это не для службы с музыкой, это музыка для сцены. У Георгия Свиридова особый слух на прекрасное. В его произведениях отразилась вся красота русской музыкальной культуры. Центральным событием концерта стало первое исполнение в Крыму его цикла «Три хора» из музыки к трагедии Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович». «Три хора» – этапное произведение Свиридова, с которого начался переход к творчеству последнего десятилетия жизни композитора, к духовной музыке. Вы знаете, духовную музыку действительно очень сложно исполнять. Несет за собой очень глубокий смысл и очень серьезное содержание. Начинаешь переосмысливать свои жизненные ценности, по-другому мыслить. Юбилей Георгия Васильевича Свиридова – большой праздник для всей русской культуры. Его музыка стала символом целой эпохи. Произведения композитора близки не только профессиональным и будущим музыкантам, но и простым слушателям. Конечно, музыка очень трогает. Спасибо вам огромное за ваше великолепное исполнительство. Образный мир пушкинской поэзии всегда привлекал композитора и вдохновлял его на создание прекрасной музыки. К столетию музыканта Крымский камерный хор подготовил специальную программу. Зрители услышали фрагменты из кантаты «Курские песни», хоровой поэмы «Ладога», а также хорового цикла «Пушкинский венок». Все понравилось, все. Только самая хорошая музыка и очень отрадно, я бы сказала, что ее можно слышать у нас в Симферополе. Помимо произведений Георгия Свиридова, в концерте также прозвучали миниатюры известного ныне композитора монахини Иулиании «В миру» Ирины Денисовой. Практически до слез. Некоторые песни прям пробирали до глубины души. Полина Михайлевская, Евгений Уваров. Специально для канала «Искусство без границ».